Всем привет! Обзор, анализ, прогноз криптовалют. Завершился у нас октябрь. И как мы видим, октябрь 2022 года поддержал тенденцию всей истории биткоина и стал положительным месяцем. Да, если рассматривать все плюсовые месяцы, это самый худший положительный месяц, но спасибо хотя бы не минусовой. По итогу биткоин показал в октябре рост чуть более 5,5%. Ноябрь начинается, и мувинги ПНЛ, профитов и потерь вновь показывают пересечение. Их не было с августа 2022 года. Если мы опять не повторим такую же тенденцию, как в августе, не разойдемся с увеличением потерь, то данное пересечение у нас является положительным знаком для дальнейшего роста. Если же смотреть, как закрывают свои позиции трейдеры в последнее время, то мы видим, что на этом росте закрытия были совсем небольшие. В самом начале было небольшое закрытие в плюс, а после того, как мы начали формировать боковик, многие начали закрываться в минус. То есть цена даже не упала, а настроение и вера в то, что биткоин пойдет выше, начало испаряться. Поэтому трейдеры предпочитают закрываться хотя бы в меньший минус, чем это было не так давно. Также хочу порекомендовать вам отличную криптобиржу BinX. У нее сингапурская юрисдикция и нет обязательного прохождения KYC, то есть не нужно подтверждать свою личность документами, что особенно важно для трейдеров из России и Беларуси. Санкции там вас не достанут. Кроме спотовой и фьючерсной торговли криптовалютами с плечом до 125-го, на BinX можно торговать также и Форекс. Это различные валютные пары, также доступны индексы. Самые популярные из них это S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. Также есть возможность торговли товарами, к примеру, нефтью, золотом и природным газом. Еще одной интересной особенностью биржи является копи-трейдинг. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно торговать, то можно просто выбрать трейдера из списка на платформе, и его сделки будут автоматически копироваться у вас. Ну или если вы гуру трейдинга, то можете сами стать тем, кого будут копировать, и дополнительно зарабатывать еще и на этом. А теперь скажу пару слов о бонусах для тех, кто зарегистрируется по ссылке. В описании будет уникальный кэшбэк в 25% на торговую комиссию на целых 90 дней. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BinX. Вообще, если смотреть, какие криптовалюты сейчас на хайпе, то кроме биткоина, эфириума и стейблкоинов, это, конечно же, Dogecoin. Почти 8 миллиардов долларов проторговано за 24 часа. Это даже выше, чем стейблкоин USDC, выше, чем BNB, которые всегда были в топе. И по объему уже подбираемся к Binance USD. Собаки на покупке твиттера Илона Маском дают неплохой профит. Также не отстает и Shiba Inu. Ну как не отстает? Она находится в топе, но от собачек догикоинов она, конечно же, отстает. Чуть более 1 миллиарда долларов проторговано за последние сутки. При этом какое настроение царит на рынках, я думаю, вы и так догадываетесь. Здесь нет особых изменений, по-прежнему трейдеры находятся в страхе. Цифра 30 сегодня, вчера была цифра 31. Глянем еще вот такую метрику, это у нас Powell Multiply. Периодически поглядываю на данные этой метрики и, приблизив последние показатели, видим, что у нас тенденция сохраняется восходящая. То есть последний пик снова обновил предыдущие пики, и в целом у нас лои повышаются, хаи также продолжают повышаться. Постепенно выходит данная метрика из зоны капитуляции. А после того, как этот индикатор выходил из своей низшей зоны, цена также направлялась наверх в ближайшей перспективе. Также стоит отметить, что хэш-рейт, сложность майнинга биткоина также направлена вверх и обновила свои хаи. Рекорд за всю историю. Давайте посмотрим новости, и первая из них это, так сказать, фат-новость. Минюст США возобновил проверку тезера. Опять пугают, что тезер ничем не обеспечен и что вот-вот сейчас все покатится вниз. Министерство юстиции США возобновило проверку по факту возможного банковского мошенничества руководителей, стоящей за стейблкоином USDT, компании Tether. И вот главная сноска. Об этом пишет Bloomberg, который, кстати, часто замечают за вбросами. И Bloomberg ссылается на источники, которые также не называются. То есть сами выдумали. Можно так это прочитать. Впервые агентство Bloomberg сообщило об интересе властей к фирме Tether в июле 2021 года. Что интересно, давайте я вам покажу, что произошло в июле 2021 года, когда они также вбрасывали негатив против Tether. Вот он, июль 2021 года, тогда также нагнетали негатив, тогда также думали, что сейчас пойдем еще ниже.
Но в итоге июль 2021 года, и мы разворачиваемся и делаем перехай, устанавливая новые исторические максимумы на биткоине. И такая же ситуация в плане новостей. Bloomberg снова вбрасывает негатив про Tether. И тогда в июле 2021 года заявлялось, что проверка затрагивала ранние этапы деятельности Tether. Стоит, конечно, сказать, что никаких негативов не подтвердилось тогда. И сейчас также представители USDT назвали материал кликбейтным, основанным на неназванных источниках и утверждениях многолетней давности. Просто вбросили, не приведя никаких доказательств, не указав никаких источников. И сделали они также, предположительно, на дне рынка, чтобы люди не хотели откупать это дно. Коснемся темы России и майнинга. Да, законов пока никаких не принято, но снова есть предложение. На этот раз предложили разрешить майнинг любых криптовалют. Особо углубляться не будем. Скажу, что в этой новости главное это то, что майнинг не хотят запрещать. И про налогообложение тоже никакой информации не дают. Как сообщается, готовящийся документ будет содержать общие принципы регулирования добычи криптовалют и не затронет нюансы налогообложения. Сбор налогов в отдельном порядке будет определяться правительством. Было бы еще что майнить, чтобы было так же выгодно, как недавно был майнинг эфириума, но после перехода на POS пока в лучшем случае удается майнить в ноль, либо у кого бесплатное электричество в небольшой плюсик. И еще одна новость. SFC Гонконга проведет публичные консультации по розничной торговле криптовалютами и ETF. SFC — это комиссия по ценным бумагам, местный их SEC, а Гонконг — это часть Китая, то есть в Китае крипта запрещена, а Гонконг берет и заявляет, что планирует провести публичные консультации, как лучше предоставить розничным инвесторам доступ к цифровым активам. То есть хотят привлекать к себе побольше криптоэнтузиастов и побольше крипты, побольше денег. Я думаю, это положительным образом скажется на цене биткоина, потому что многие, например, кто в Китае забросил криптовалюты, я думаю, есть такие, не все убежали и не все стали подпольными криптонами. Многие сейчас смогут воспользоваться этой лазейкой и через Гонконг вернуться в мир криптовалют. Также правительство Гонконга сообщило, что намерено активно сотрудничать с финансовыми регуляторами, чтобы создать благоприятные условия для стабильного развития криптовалютной отрасли в государстве. То есть потихонечку, помаленечку возвращать крипту в Китай. И давайте взглянем еще вот на такую таблицу. Это у нас важные события на этой неделе. Понедельник у нас уже прошел, сегодня вторник, 1 ноября. В 17:00 индекс деловой активности. Число открытых вакансий на рынке труда также будет. И более важное событие произойдет 2 ноября. Там будет решаться, насколько будут поднимать процентную ставку. Вот это событие в 21:00 по московскому времени. Решение по процентной ставке ФРС. Также в это же время будет заявление ФОМЦ и пресс-конференция ФОМЦ. Все в 21:00. По прогнозам, предыдущая процентная ставка, то есть действующая 3,25, а прогноз 4, то есть прогнозируется повышение на 0,75 базисных пунктов сразу. И вполне возможно, если мы не увидим повышение на 0,75, а, например, на 0,5, то это даст огромный буст для роста крипты и других рынков. Также четверг и пятница содержат важные события. В четверг у нас число первичных заявок на получение пособий по безработице в 15:30. И также в 15:30, но уже 4 ноября в пятницу, будут данные по уровню безработицы. Можете заскринить эту табличку и посмотреть, как будет реагировать цена биткоина и других рынков в это время по московскому времени. Конечно же, главным событием на этой неделе это ставка ФРС. Давайте теперь глянем, что у нас на графике криптовалют. Биткоин, конечно же, первым делом. Здесь без особых изменений, все по плану. Волна 1, волна 2. Предположительно начали движение в волне 3. И первая цель пока не достигнута. Здесь у нас она находится на уровне примерно в 24,5 тысячи. Вот область отмечена. Напомню, что здесь я отмечаю только ценовые уровни, а не время и не срок достижения этих уровней. Прогноз отменится, если мы пробьем лой на 17500. Пока у нас даже локально тренд сменился с нисходящего на восходящий, хаи стали повышаться, лои также повышаются, тренд у нас восходящий, при этом мы пробили скользящую среднюю 50-ку, мы пробили уровень хая цикла 2017 года и закрепляемся над ним, пока все выглядит неплохо. Прогноз здесь остается прежним. Смотрим эфириум, здесь у нас в целом прогноз тот же, волна 1, волна 2 и предположительно началась волна 3. Первая цель на уровне 2000, но здесь еще важный уровень не пробит.
Мы находимся прямо под скользящей 200-кой, остановились перед уровнем сопротивления. И важно понаблюдать, как мы будем проходить эту зону. Ну хорошо, что мы сразу же не отбились и не улетели. Идет поджатие и, возможно, пробитие наверх. Здесь в плане структуры движения также все неплохо. Прогноз также здесь без изменений. Идем дальше наверх. Глянем S&P 500. Здесь также все идет по плану. Рассчитывали на движение наверх. Пробили 50-ку со второго раза. Закрепляемся над ней. В целом здесь пока направление также вверх. По структуре я предположил, что движение коррекционное могло бы здесь уже завершиться. И мы идем, конечно же, с коррекциями. Без коррекции невозможно идти. Но в целом тренд будет направлен наверх. И давайте еще посмотрим Dogecoin. Что у нас он здесь рисует на графике. Объемы вышли просто шикарные. В плане структуры, если мы развернулись, давайте предположим, что здесь может у нас рисоваться. Вполне данное движение сопоставимо с волной 3. Будет волна 4, еще и волна 5. Уровень сопротивления здесь достаточно сильный, где мы остановились. Еще в июле 2021 года было здесь хорошее сопротивление. Вот тормознули здесь. Когда падали, проторговывались. Отскоки здесь держались на этом уровне. И сейчас также возможно здесь остановка и поход в коррекцию в 4-й волне. И если же смотреть 4 часа, то мы видим здесь уже падение объемов, дивергенцию как на объемах, так и на индикаторе. И это нам говорит о том, что движение ослабевает, и вполне вероятно в скором будущем мы все-таки пойдем на коррекцию в 4-й волне в Dogecoin, если Маск опять там что-нибудь не запостит. И оптимальная зона, если не улетим выше в ценовом плане, вот эта зона, примерно с 0.12 начинается, вот в эту проторговку. 4-ка вполне может вернуться, даже сходить пониже, перед тем, как начать формировать 5-ку. Пока структура просматривается именно так. На этом все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Telegram, регистрируйтесь по ссылке в описании на бирже BinX. Всем удачной торговли и счастливо!